Привет, дорогие друзья! В этом видео нам предстоит разобраться, что за револьвер был у Данилы Багрова в великолепном фильме «Брат». Какое у него происхождение? Как устроен револьвер и почему все не так просто? Начнем с того, что этот револьвер является оружием кустарного происхождения. Проще говоря, оружие это самодельное. В 90-е годы подобным оружием пользовались мелкие уголовники, такие как ракетир на блошином рынке, у которого Данила и отбирает револьвер в начале фильма. На самом деле в фильме снялось два разных револьвера. В чем мы можем убедиться, взглянув на кадры в начале и в конце фильма. Возможно, первый револьвер оказался неисправным и был заменен другим. Или же была какая-нибудь другая причина. Но почему же они одновременно так похожи и такие разные? Револьвер Данилы не является копией какого-либо армейского, гражданского или спортивного револьвера. Скорее всего, в те годы неизвестный мастер незаконно создал револьвер своей конструкции, а другие мастера, в чьи руки попадало оружие, пытались скопировать эту конструкцию, добавляя какие-либо свои фичи. Но у всех них есть общие, очень характерные черты. ОСМ одинарного действия. Перед каждым выстрелом необходимо взводить курок. Рамка револьвера переламывается для доступа к барабану, как у английских револьверов Webley. Чтобы разомкнуть рамку, необходимо потянуть ось барабана к дульному срезу. Барабан с казенной стороны зафиксирован стенкой с прорезью для ударника. Но в отличие от револьверов Webley, тут отсутствует какой-либо экстрактор. Гильзы извлекаются вручную. При взводе курка толкатель упирается в секцию храповика барабана, чтобы его провернуть на одну камору. Тут мы увидим самую характерную черту этого семейства кустарных револьверов, что отличает их от других самоделок. На ресурсе gunsalzip.org я обнаружил фото неполной разборки револьвера, что конструктивно повторял револьвер Данилы. Это выступ блистерной формы, внутри которого двигается толкатель барабана. Такое решение обусловлено простотой изготовления в кустарных условиях. Напоследок пару слов о глушителе. Данила собрал полноценный глушитель с дожигателем, сепаратором, металлической сеткой и поместил его в бутылку от спрайта. Но работоспособен ли этот глушитель? Если присмотреться к этому кадру, мы увидим несоосность оси канала ствола и оси внутренней части глушителя. Но даже при решении проблемы с соосностью, глушитель смог бы несколько приглушить звук выстрела только при условии, что между барабаном и срезом ствола не будет слишком большого зазора. В любом случае находчивый Данила при покушении на чечена использовал самодельную петарду, чтобы затруднить обнаружение источника звука выстрела. Надеюсь, вам понравилось видео. Разбор какого кинооружия вы бы хотели увидеть в следующий раз, пишите в комментариях. И до новых встреч!